Добрый день, друзья! Сегодня поговорим о вредителях, которые убивают наши орхидеи, и о применении препаратов. Очень часто пишете, что вот этот препарат применила какому-то из вредителей, а он не действует. Вот сегодня и разберем, почему некоторые препараты не действуют на тех или иных вредителей. Почему у нас так получается. И что делать? Для меня самые такие сильные, важные, злобные вредители на орхидеях – это мучнистый червец, щитовка, трипс и клещ. Но для меня самый страшный – это клещ. За свои 18-20 лет общения с орхидеями или выращивания орхидей я встречалась со всеми вредителями, которые я назвала. Единственный еще вредитель, с которым я не встречалась, но появились о нем вопросы, это тля. Вот никогда не было тли, но я ее отношу к вредителям щитовка, мучнистый червец и трипс. С тлей можно бороться точно так же, как и с этими вредителями. Одних вредителей можно увидеть невооруженным глазом, другие от нас так прячутся, что мы и не знаем, что у нас есть такой злобный вредитель. Давайте по порядку. Мучнистый червец, щитовка и трипс, или почти одинаково с ним можно бороться. И этих вредителей можно побороть инсектицидом. Я пользуюсь в этом случае вот такой Актарой. Показать вам я этих вредителей не могу, у меня их давно нет, но когда вы покупаете уценку или орхидею, которая очень долго простояла в магазине, мучнистый червец и щитовка могут запросто присутствовать на орхидее. Причем мучнистого червеца можно увидеть, он достаточно крупный, самки вообще крупные. Я даже лет 5 назад купила просто на базаре орхидею. Ну, у нас не базар, это центральный рынок, то есть там продают цветы на воздухе. И была очень красивая небольшая орхидея, которую я купила, но они там, это не магазин, это на прилавках, на воздухе стоят орхидеи. Купила, принесла. Хорошо, что я ее поставила отдельно от всех орхидей. Она даже месяц простояла, никаких признаков, никаких вредителей не было. Даже не было вот этих липких пятен, которые оставляют мучнистый червец, щитовка. Они, когда кусают растения, они не могут переработать эту сладкую падь. Вот они ее выделяют. То есть сахар, который находится в листиках, они не перерабатывают. Они ее выделяют, поэтому по листикам такие, как брызги, сладкие капельки есть. Не по краю листика, а именно по всему листу. Даже этих признаков не было. И вдруг я подхожу к нему, а на листе сидит вот такая огромная, белая, она же это мучнистый червец, он такой, как обсыпан мукой, белый. Боже мой, какой я испытала ужас. Вот с ним бороться можно даже не обязательно химикатами, можно кисточкой из пазух. Они очень любят вот в этих пазухах растений такой пушок, как будто ватку там наплести. Можно кисточкой убрать, можно промыть хорошо теплой, даже горячей водой, примерно 40 градусов. Можно снимать их. Крепятся вот так и живут только самки. Но самки, соответственно, плодятся. А еще они очень любят забираться, вам это показать, с внутренней стороны цветов. Вот здесь между лепестками тоже находила когда-то. Прямо между лепестками, но там они помельче обычно, но тоже очень любят там вот этот сок высасывать, потому что там самые нежные лепесточки, и прокусывать их очень легко. Поэтому, когда вы покупаете уценку или долго стоявшую орхидею в магазине, хорошо ее рассматривайте. Для этого нам и нужен карантин, чтобы обнаружить
или мучнистого червеца, или щитовку. Щитовки любят прикрепляться таким бугорком коричневым на листьях, на цветоносах. Ну, тлю действительно не встречала, поэтому не могу сказать, как она на орхидее, но тля тоже выделяет вот эти сладкие капли. И если у вас появились сладкие капли по краю, я бы посмотрела в микроскоп для того, чтобы увидеть, есть ли они или нет. Они такие зелененькие, тоже маленькие, но даже невооруженным глазом, может быть, не микроскоп, может быть, у вас есть лупа. Рассматриваете и определяете, что за вредитель. Обрабатываю ли я свои орхидеи сразу после покупки каким-то препаратом от каких-то вредителей? Нет. Я промываю только листики зеленым мылом. Это мы, если вдруг есть какая-то популяция вредителей, мы обязательно ее сократили, а потом просто наблюдаю. И когда я определила, что действительно есть какой-то вредитель, вот тогда я выбираю препарат, именно тот, которым можно бороться с конкретным вредителем. А если мы один раз каким-то препаратом, второй раз каким-то препаратом польем, вот что мы с вами сделали, непонятно. Врага нужно знать в лицо, и с ним тогда бороться. И препарат Актара борется с мучнистым червецом, с трипсами, со щитовкой и с тлей. Разводить этот препарат и обрабатывать нужно 3 раза. Схема такая. Первая обработка. 2 грамма Актары на 5 литров воды. Если вам нужно меньше, пересчитайте. Все очень просто. Через 5, максимум 7 дней нужно делать вторую обработку. 4 грамма на 5 литров воды. И опять через тот же промежуток нужно делать третью обработку. Получается 6 грамм на 5 литров воды. Вы очень часто спрашиваете, действительно, купили орхидею, увидели, например, мучнистого червеца. Надо ли разбирать орхидею для того, чтобы напоить корни? Если вы купили орхидею, не нужно разбирать. Мы же помним с вами, что мы даем орхидее адаптироваться, даем ей в покупном горшке нарастить корни, поэтому мы не разбираем. Если у нас покупной горшок, мы ставим в какую-то емкость и заливаем этот горшок наполовину Актарой. И даем постоять 10-15 минут. Потом сливаем все, ставим орхидею в то место, в котором она находилась, даем корням просыхать, и через определенный промежуток времени, 5-7 дней, мы обрабатываем в следующий раз. Точно так же. В этот момент мы даем корням напиться этого раствора. Актара – препарат системный. Он пройдет по всем клеточкам растений, и когда щитовка или мучнистый червец кусают листик, они как раз получают свою порцию отравы. Если у вас появился трипс, то растение дополнительно нужно еще опрыскивать. Причем очень хорошо опрыскать пазухи. Обязательно потом через 15-20 минут протереть и убрать всю воду из пазух. Для меня вот эти все вредители, они несложные. С ними очень легко бороться. А вот красный клещ, которого мы тоже можем принести из магазина, который может влететь в форточку и который очень любит размножаться, даже зимой, когда тепло в квартире, ему 25-27 градусов, популяция растет каждые 7 дней. И вот здесь появляются большие сложности. Много препаратов акарицидных. Здесь нужны акарицидные препараты. Я всегда показываю вам Биокил, потому что он самый доступный из этих препаратов. И Фитоверм. Это самые доступные препараты, которые есть в магазинах. Но Фитоверм – это контактный препарат, а Биокил –
это системный препарат. То есть контактный попали на клеща, он погиб. Системный это прошло по листикам растений, и тогда, когда укусил, опять же тоже погиб. Но ни один из препаратов не борется с яйцами и личинками клещей. И вот вы мне пишете, вот этот препарат пробовала, вот этот препарат пробовала, и еще один препарат пробовала, и ничего не помогает от этих клещей. Я заметила, вернее, и даже знаю наверняка, что производители орхидеи обязательно используют какие-то препараты от вредителей. Но мы с вами никогда не узнаем, какими препаратами они пользуются. А вдруг они пользовались биокилом? У каждого препарата написано сзади, какое действующее вещество. И вдруг производитель пользовался каким-то из препаратов, которые у нас есть в наличии, или такое же действующее вещество. Если мы говорили о щитовках и мучнистых червецах, у них нет резистентности, они не привыкают к препарату. А вот клещи хитрые, они паукообразные, у них есть резистентность. То есть если их производитель обработал каким-то препаратом, похожим или с точно таким же действующим веществом, вот она резистентность. Они привыкли. И в следующий раз, когда вы делаете обработку, для них это шоколадка. На них это уже не действует. Вспомните, это из моего детства, что такое тараканы, я уже забыла. Но помните, когда был ДУСТ или ДДТ, сейчас его не разрешают применение во всем мире. Но даже такое страшное вещество, как ДУСТ, один раз насыпал, на второй раз выросло следующее поколение тараканов, и они бегают по этому ДУСТу, а мы за ним с баллончиком гоняемся, а он вообще не реагирует на препараты. Вот так же и клещи. Они настолько быстро привыкают к препаратам, что когда рассказывают, что с клещами бороться нужно разными препаратами. Вот представьте, сегодня вы обработали фитовермом, побрызгали, какая-то часть популяции ушла, потому что это контактный препарат только при контакте. Если вы попали на этого клеща, при контакте он погиб. Никакие яйца, никакие личинки не погибли. Второй раз вы обработали биокилом, третий раз вы обработали еще каким-то препаратом от клещей, например, абероном. Прекрасный препарат. И вы дали сразу 3 препарата. Вот представьте, что ваши клещи привыкли к 3 препаратам. А еще какими-то препаратами обрабатывал производитель. И мы боремся, а у нас ничего не получается, потому что мы такую резистентность выработали нашим клещам, что они говорят: ребята, давайте следующий. Мы к следующему привыкнем. Поэтому я всегда за то, чтобы сделать системные обработки, и даже не системные, увидели клеща. Разобрались, что это клещ. От них чаще всего на листиках бывают такие серебристые пятна вокруг. Они откладывают яйца. Ну, сначала попрокусывают все, чтобы получить сок. Потом начинают откладывать яйца. Потом здесь же вылупляются личинки, проходят все стадии, и появляется взрослый клещ. Вот за это время получается вот такое серебристенькое проеденное пятно. Они очень любят стволики орхидеи. Они очень любят пазухи. И еще они очень любят цветоносы. Мне кто-то написал: вы знаете, у меня на цветоносе появились такие желтые пятна, оранжевые, как ржавчина. Это вы не представляете, сколько у вас клещей, это у вас весь цветонос уже в клещах. А на растении на самом нет. Поэтому очень внимательно рассматриваем. И клеща, если вдруг увидели какое-то красное пятнышко, взяли ватный диск, намочили обыкновенной водичкой, вот так. Сделали ватным диском и рассматриваем в лупу. Если только есть оранжевые точечки, крапинки, это клещ. Так вот, что я всегда говорю. Берем один препарат. Если этим препаратом нужно сделать 3 обработки, значит мы делаем 3 обработки.
С клещами сложно. С клещами, если начали бороться, значит, каждые 7 дней это максимум. На 8-й день сделали обработку, значит, какие-то уже вылупились, и у вас пошла новая популяция. 5-7 дней, не более. Обычно мы боремся опрыскиванием. Замачивать корни при клеще не нужно. Это все хорошо, растение опрыскивается. Ждем, пока подсохнут листики, убираем оставшуюся жидкость из пазух растений и обязательно из точки роста. И проводим 3 обработки. После 3 обработок, например, биотином, 3 обработки. Наблюдаем за растением. И если вдруг опять появились клещи, борьба с клещами иногда длится годами. Но не годами, но год точно. Тогда берем следующий препарат. Мне очень нравится препарат еще Масаи. Есть еще препараты Типеки. Для того, чтобы узнать, какие препараты борются с клещами, препараты, на которых написано акарицид. Потому что сейчас такое разнообразие препаратов. Может быть, у кого-то есть такой, может быть, другой. И в интернете можно заказать. Аберон Рапид. Прекрасный препарат. Еще. Ну, в общем, ищите акарициды. Лучше всего системные. Потому что фитовермом очень сложная борьба. Обработка минимум 4 раза. Каждый раз с повышением дозы фитоверма. Здесь все написано, как его разводить, а потом вы просто увеличиваете дозу на 1 мл. Каждая следующая обработка. И даже фитоверм я бы посоветовала сделать и 5-ю контрольную обработку. Вдруг куда-то что-то не попало. Хороший препарат, но долго. С этими всеми попроще. Еще есть японские карамайты. Очень много всяких разных японских препаратов. Сейчас все новые. Вот видите, выработалась такая резистентность у клеща, что новые и новые препараты, и все равно мы опять у этому клещу вырабатываем резистентность. Но что делать? Так природа устроена. Мы боремся с ними, они борются с нами. Им очень хочется выжить. Почему нет в природе? Да потому что там влага. Клещи влагу не переносят. В природе прошли дожди, все вымылось, никаких вредителей. У нас-то с вами орхидеи стоят на полочках рядышком. И можно погубить всю коллекцию, если вовремя не заметить такого вредителя. Давайте вовремя замечать, бороться. Вот еще один из новых препаратов. Но сейчас очень любят все расписывать и в картинках нам показывать. Вот здесь написано белокрылка, тля. Если тля, значит бороться будет с мучнистым червецом. Точно так же. Все делаем по инструкции. Препаратов много, читайте. Если нет возможности понять, что это за препарат в магазине, лучше сфотографируйте. Потом найдите информацию в интернете, тогда купите и обрабатывайте свои орхидеи. Вот такие меры борьбы и предосторожности я применяю к своим орхидеям. Жду ваши вопросы в копилку. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.